Сотни тысяч фанатов поют в унисон, миллионы светящихся палочек сияют в темноте, а идолы выходят на сцену как боги. Но за этой красивой картиной скрывается другой мир, мир фанатских войн, слез и преданности. Сегодня мы расскажем, почему культура поклонников в кей-попе стала такой мощной силой и как любовь фанатов может превратиться в одержимость. История кей-попа невозможна без фанатов. Все началось еще в 90-е годы, когда на сцену вышли первые кумиры подростков группы H.A.T. и Sex Kiss. Именно тогда появилась новая модель, фанаты перестали быть просто слушателями, они стали частью огромного движения. Каждый фан-клуб имел свой цвет и атрибуты. Например, поклонники H.A.T. носили белые воздушные шарики, а фанаты Sex Kiss — желтые. На концертах стадионы буквально превращались в море цветов, где каждый цвет означал преданность конкретной группе. Но вместе с этим пришло и соперничество. Если один стадион сиял желтым, то рядом собиралась толпа в белом, и это было не просто дружеское соревнование, а настоящая война фанатов. В те годы часто происходили конфликты, иногда даже драки между поклонниками разных групп. Корейские СМИ писали о том, как фанатские баталии доходили до крайностей. Фанаты подстраивали акции против конкурентов, устраивали бойкоты, распространяли слухи. Для подростков это была не просто музыка, это было дело чести, принадлежность к своей армии. Так кей-поп получил свою первую уникальную черту: фанаты стали неотъемлемой частью успеха. Уже тогда стало ясно, без фанатских войн, эмоций и безусловной поддержки звезды не смогли бы достичь таких высот. В начале 2000-х годов кей-поп начал меняться. Интернет и мобильные телефоны дали фанатам новые инструменты. Если раньше их поддержка ограничивалась концертами и уличными акциями, то теперь они могли объединяться в огромные онлайн-сообщества. Каждая крупная компания SM Entertainment, JYP, YG создавала официальные фан-клубы. В них поклонники регистрировались официально, платили взносы и получали доступ к эксклюзивным материалам, закрытым встречам и мерчу. В это время появились знаменитые названия фандомов, которые стали визитной карточкой кей-попа. Поклонников TVXQ называли Кассиопея. У Super Junior появились эльфы. У Шайни — шавалы. Фанаты начали действовать как единый организм. Они организовывали масштабные проекты, от покупки билетов на концерты в разных странах до массовых благотворительных акций от имени своих кумиров. Например, в середине 2000-х годов фанаты TVXQ устраивали целые акции протеста, когда группа сталкивалась с несправедливым отношением агентства. Фанаты буквально выходили на улицы, создавая давление на индустрию. Фандомы постепенно превращались в огромные армии, дисциплинированные, сплоченные и готовые защищать своих любимцев. И именно тогда зародилась культура, где фанаты становились не только зрителями, но и активными игроками, влияющими на решение компаний и судьбу артистов. Несмотря на громкие истории про конфликты и фанатские войны, у этой культуры есть и другая, по-настоящему трогательная сторона. Фандомы кей-попа известны тем, что превращают любовь к своим кумирам в реальное доброе дело. Когда айдол празднует день рождения, фанаты не ограничиваются плакатами и подарками. Они собирают огромные суммы и направляют их на благотворительность. Например, поклонники BTS в разные годы оплачивали операции детям, поддерживали пострадавших от стихийных бедствий и даже строили школы в бедных странах, все это от имени группы. Фанаты EXO и SHINee не раз устраивали акции по сдаче крови, а поклонники Blackpink финансировали программы по защите животных. Таким образом, музыка становилась двигателем для реальных изменений в обществе. Есть и более личные истории. Бывали моменты, когда певцы переживали кризис или скандалы, и именно фанаты буквально спасали их карьеру. В 2000-х годах, когда часть участников TVXQ судились с агентством и группа оказалась на грани распада, именно фанаты проявили невероятную стойкость. Они устраивали флешмобы, писали письма,
поддерживали артистов концертами и доказали, что артист — это не только сцена, но и люди, которые стоят за ним. Эти примеры показывают, что фандомы — это не только шум и фанатизм. Иногда это настоящая сила добра, которая превращает эмоции миллионов в социальные проекты, дает артистам надежду и вдохновляет мир за пределами сцены. Но там, где есть свет, всегда найдется и тень. Мир кей-поп-фандомов часто превращается в поле сражений. Соперничество между группами и их поклонниками стало настоящей визитной карточкой индустрии. Одним из самых громких примеров считается противостояние фанатов TVXQ и Super Junior в середине 2000-х годов. Обе группы принадлежали к одной компании SM Entertainment, но их фанаты часто конфликтовали, устраивали акции против друг друга и даже бойкотировали концерты. Позже, в 10-х годах, мир K-попа раскололся на два лагеря: EXO — фанаты группы EXO и ARMY — армия поклонников BTS. Их война продолжалась годами, фанаты спорили в интернете, накручивали дизлайки клипам соперников, создавали хэштеги с оскорблениями, а иногда даже доходили до травли участников. Иногда такие войны переходили все границы. Были случаи, когда фанаты разных фандомов подделывали слухи о личной жизни артистов, распространяли фейковые новости или пытались сорвать мероприятия конкурентов. Для самих айдолов это становилось тяжелым бременем, они вынуждены были выступать под давлением, зная, что любая ошибка может вызвать шквал ненависти. Именно из-за фанатских войн многие артисты признавались в интервью, что сцена для них не только радость, но и постоянный страх. Ведь любовь миллионов может в один момент обернуться агрессией. Таким образом, фандомы стали не только поддержкой, но и оружием. Их сила могла поднять айдола на вершину, а могла и разрушить его карьеру. В фанатской культуре кей-попа существует особое понятие сасен-фанаты. Это не обычные поклонники, а люди, чья одержимость переходит все границы и превращается в угрозу для самих айдолов. Сасен буквально преследуют артистов. Они узнают адресы их домов, номера телефонов, ездят за ними на такси и даже покупают билеты на самолет, чтобы сидеть рядом во время перелетов. Бывали случаи, когда такие фанаты устанавливали скрытые камеры у дверей общежитий или проникали внутрь квартир кумиров. Один из самых известных эпизодов связан с группой JYP, участники которой открыто рассказывали, как сасен следили за ними круглые сутки, звонили на личные телефоны по сотни раз в день и даже нападали на улице. Артисты признавались, что иногда чувствовали себя пленниками, ведь выйти без охраны становилось опасно. Не только мужчины становились жертвами. Женские группы, такие как Girls' Generation или Twice, неоднократно сталкивались с фанатами, которые пытались прорваться за сцену или преследовали девушек на парковках после концертов. Эта темная сторона фандомов показала, что граница между любовью и опасной одержимостью очень тонка. Для самих айдолов сасен стали источником стресса, страхов и психологических травм. В интервью некоторые признавались, что именно из-за таких фанатов они задумывались о завершении карьеры. Фанатская культура, давшая артистам крылья, в лице сасен превращалась в тень, которая преследовала их даже в самые личные моменты жизни. Если в 90-е и 2000-е годы кей-поп был в основном явлением внутри Кореи и немного в Японии и Китае, то уже к концу десятых он превратился в мировой феномен. И ключевую роль в этом сыграли именно фанаты. Фандомы начали объединяться по всему миру. Самым ярким примером стали ARMY-поклонники группы BTS. Их сила настолько велика, что они способны продвигать альбомы на первые строчки мировых чартов буквально за считанные часы. Когда выходит новый клип, миллионы фанатов одновременно включают видео, чтобы увеличить просмотры, а в социальных сетях запускаются флешмобы, которые поднимают хэштеги в мировые тренды. Не менее известны и блинки-фандом группы Blackpink. Эти поклонники не только покупают альбомы и билеты, но и создают мощное информационное поле вокруг артисток, продвигая их имена даже в тех странах, где раньше о кей-попе почти не слышали. Фанатские сообщества стали настоящей движущей силой.
Во многих случаях они использовали свою организованность для благих дел, армии финансировали экологические проекты, проводили кампании по борьбе с расизмом, собирали миллионы долларов для фондов помощи. Таким образом, любовь к музыке превратилась в социальное движение глобального масштаба. Именно благодаря фанатам кей-поп перестал быть локальным жанром и вышел на мировую сцену. Сегодня сложно найти страну, где нет хотя бы одного официального фан-клуба той или иной группы. Фандомы показали, что музыка может быть не просто развлечением, а инструментом объединения людей разных культур и языков. История кей-попа доказала, звезда не существует без своего фандома. Айдолы могут петь, танцевать, выходить на сцену, но именно фанаты превращают их успех в глобальное явление. Каждый лайк, каждый купленный альбом, каждый хэштег — это частица огромной силы, которая поднимает артистов на вершины. Для многих певцов фанаты становятся настоящей семьей. Когда айдолы благодарят армии, эльфов или блинков со сцены, они делают это не ради красивых слов. Это признание того, что без этих людей не было бы стадионных концертов, мировых туров и рекордов в чартах. Но эта связь всегда остается двусторонней. Фанаты ждут от кумиров искренности, тепла и внимания. И если айдол теряет доверие или предает ожидания, любовь может обернуться холодом и даже агрессией. Именно поэтому кей-поп-артисты часто говорят, что живут ради сцены и ради тех, кто стоит под ней. Фандомы — это огромная сила. Они могут подарить айдолу жизнь, полную успеха, или превратить ее в постоянное испытание. Они могут стать источником вдохновения и поддержки, а могут тьмой и страхом. Но как бы ни складывалась история, ясно одно — фанаты — это вторая половина айдолов, без которой кей-поп никогда не стал бы мировым феноменом. И, возможно, именно поэтому эта индустрия так отличается от всех остальных, она построена не только на музыке и таланте, но и на сердцах миллионов людей. Любовь фанатов делает невозможное возможным. Пусть ваша поддержка станет нашей силой. Подписывайтесь, впереди еще больше историй.